Привет, друзья! Сегодня будем печь хлеб, но не простой, а очень вкусный, ароматный, черный ржаной хлеб. Чем-то похоже на бородинского. Только фишка в том, что он готовится очень легко, без всяких заморочек. Так что если вы готовы, как всегда следите за руками, а мы поехали! Я уже вооружила со свою любимую мисочку, и если вы удивились, что здесь делает эта красивая банка с пивом, то это не просто так. В составе нашего хлеба будет входить темное пиво. Для данного рецепта я выбрала портер. До этого этот рецепт я делала с кофейным стаутом, и хлеб получался очень интереснее. И каждый раз, когда я меняла сорт пива, хлеб получался свои изюминки. Поэтому, если вы любите экспериментировать, то можете менять сорт пива, и вы получите каждый раз удивительно новый и интересный хлеб. Пиво должно быть теплое. Теперь нам нужно его открыть и влить в нашу мисочку. Наливаем с высоты, чтобы пенка и лишние пузырьки просто ушли. Вуаля! В наше пиво мы добавляем коричневый сахар. Если у вас нету коричневого сахара, вы можете взять белый. Если у вас нету белого, вы можете взять горчичный мед. Он очень хорошо подойдет в данном рецепте. Если у вас нету горчичного меда, вы можете взять просто обычный, лишь бы была какая-то сладость, чтобы активировать наши дрожжи. Опа! Какая реакция! И добавляем дрожжи. Дрожжи должны быть хорошие, чтобы вы были уверены в них, что они сработают, а не испортят наш рецепт. Все это размешиваем хорошо, чтобы все растворилось в наше пиво. У нас дрожжи и сахар уже растворились в пиве, и настал момент, когда мы будем добавлять муку. Я взяла по равных количествам два вида муки. Она у меня пшеничная цельнозернистая, это для мягкости и структуры, и вторая ржаная мука, это для плотности и для более насыщенного вкуса. Добавляем. Добавляем в наше тесто какао. Только не пугайтесь, наш хлеб не станет в никаком случае шоколадный. Какао нам нужно для того, чтобы мы подчеркнули вкус темного пива, получили более глубокий вкус самого хлеба и чтобы придобил хлеб такая легкая горчинкой. И также какао сделает наш хлеб более насыщенным и более интересным в цвете. Только не берите несколько, нам нужен натуральный какао. И обязательно мы его через ситочко, чтобы все у нас комочки ушли. Вот видите, сколько комочков. Нам они в никаком случае не нужны. И помните, я в начале данного видео говорила, что наш хлеб будет очень ароматный, очень пряный. Это все потому, что мы будем использовать кориандр и тмин. Ну и также соль. Куда же без нее? Это же баланс вкуса. Добавляем. И все это хорошо перемешиваем в однородную консистенцию. Наше тесто готово, и мы будем его подавать в вид бруска. Поэтому нам нужна вот такая прямоугольная форма. Теперь слегка мы ее смазываем, реально буквально чуть-чуть и везде, чтобы все стенки были хорошо в оливке. Вот так. Везде, везде. Очень-очень хорошо. Наша форма уже готовая. И хочу вам показать, какого теста. Видите, оно очень такое, знаете, мягкое. Оно очень, оно не похоже, как тесто для обычного хлеба, что оно забитое с мукой. И теперь мы его будем перемешать в нашу формочку. Вот так взяли и отправили. И теперь нам нужно это все превратить в один брусочек, чтобы он равномерно просто разошелся по нашей форме. Чуть-чуть маслечко, чтобы не прилипало к рукам. И
и вот так просто с рукой придавливаем, чтобы оно просто стало ровненько. Оно очень мягкое, оно очень податливое, так что не пугаемся. Наш хлебушек уже находится в форме, вот как он выглядит. Теперь нам нужно его покрыть с помощью душевой шапочки и отправить в холодильнике где-то на 16 часов, чтобы оно там побродило, что-то там поделало свои дела, и завтра мы его будем выпекать. Ребята, наш хлеб уже готов, и давайте посмотрим, что с него произошло, пока он отдыхал в холодильнике. Как я уже вижу, он увеличился в размере. Посмотрите, какой он няшный, он классный. Я уже нагрела духовку на 250 градусов. Первые 15 минут мы его будем выпекать при 250 градусов. После этого мы убавим температуру на 220 и будем выпекать еще где-то минут 20-25. Все зависит от вашей духовочки. И если у вас есть еще семена кориандра, вы можете посыпать их сверху. Так вы получите еще более похожий хлеб на бородинского. Ну что, давайте выпекать. Наш хлеб наконец-то готов, он полностью остыл. И я хочу сказать, что я сделала после того, когда я его убрала с духовки. Пока он был горячий, я очень тонкий слой масла его намазала сверху, так чтобы он придобил более такой, знаете, насыщенный коричневый цвет. Он внутри очень красивый, очень хороший мякиш, и теперь мы его попробуем. Ну, собственно, как всегда. Пахнет просто роскошно. Это вкус пива отдает, травами, приправами. Это реально очень интересный хлеб. Очень вкусный. Ребята, если вы любите черный хлеб, особенно домашний, то обязательно приготовьте его. Он получается очень вкусный, мягкий и удивительный за счет того, что в нем пиво, которое дает свою изюминку. Если вам понравился сегодняшний рецепт, поставьте лайки, подпишитесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребята. Пока!